Всем привет! Продолжаем, это уже третья часть, получается, про автомобиль Chery Tiggo 7 Pro Max, рестайлинг 2024 года. Отвечаю дальше на вопросы по поводу запотевания фар. Вот вчера я мыл машину, было порядка 20 градусов мороза по замерзанию, то есть передней фары нет. Правая, левая было в инии, вот, наверное, вот полностью нижняя полоса поворотника. Вот, но сейчас осталось буквально чуть-чуть. То есть за ночь она выветрилась. Задние фонари. Ну, вот осталось совсем чуть-чуть. То есть где буква CH. Ну, короче, где буквы. Немножко в уголках. Здесь. И тут с краешку. Ну, то есть на солнышко поставили, она уже сама выветрится. Хотя было больше после мойки. Но это мороз. От этого никак не уйти. На всех машинах было так, особенно в уголках фары потеет. По поводу памяти сидений. Чтобы сохранить, отрегулируем, жмем букву М, не отпуская до сигнала, и дальше любую цифру жмем до сигнала. Память сохраняется. Ни в коем случае не нажимаем. Тут сразу после настройки всплывает такое окошко. Типа выберите настройку для водителя. Там 3 настройки. Это под ключи. Не под сиденье. Не под настройки сидения. Чтобы потом не запутаться. То есть настраиваем память здесь. А можно еще настроить конкретно под ключ. То есть у вас же 2 ключа в наборе. Можно еще конкретно под ключ настроить. То есть жена с одним ключом ездит. У вас сиденье отодвигается автоматически под него. Вы с другой настройкой. По поводу обогрева лобового стекла. Смахиваем шторку. И вот слева стрелочки вверх — это обдув. А где такая нить изломанная — это обогрев. Дальше. Какие еще были вопросы? Ну, то, что угол, да, вот закрывает руль. Тут либо вниз сиденье опускать в самый и сидеть по автомобильному, тогда вот капот будет закрывать большую зону видимости. Будете как на Infiniti FX ездить с зиловским капотом. Дальше. Что еще хочу отметить? После покупки, в августе я купил, а машина сама апрельской сборки. Я посмотрел по ПТСу апрельской сборки. То есть она, грубо говоря, всю весну и лето простояла на открытом воздухе. И начал где-то, наверное, в начале сентября подскрипывать. Начала подскрипывать панорама. Такой вот скрипящий резиновый звук на кочках. Что я сделал? Ну, понятное дело, сразу в голову бросилось, что это резинки. Банально. Немножко просохлись на солнышке. Можно сделать несколькими путями. Самый, так сказать, демократичный вариант — это покупаете такую смазку. Это не реклама. Runway продается то ли в Мегастрое, то ли в Леруашке, то ли вообще в магазинах типа ленты. Вот такую штуку пшикаете на губку для мытья посуды и проходите все окантовки резинок сдвижного люка. То есть люк полностью открываете и проходите губкой, натираете эту резинку. Все проходит. Но для более сильной надежности, если у вас денежка все-таки есть и не жалко, вот рекомендую такую вещь: Liqui-Moly Silicone Fat, специально для панорамных крыш. По сути, эта смазка предназначена именно для механизмов открывания-закрывания, то есть для подвижных частей, для рельсов, там вот этих вот направляшек. Вот. Но также ей можно аккуратно, без фанатизма, очень тоненьким слоем, потому что его хрен вымоешь, промазать также и окантовку вот этого люка. Смазка очень жирная, водостойкая, мойкой, ну, практически не смывается. То есть я вот лишь канул и потом
раз за разом пытаюсь оттереть как бы излишки, потому что очень жирная смазка. И ей можно смазывать не только панораму, но я еще добавок и... О, растаяла крышка, тут потекло все. Я еще выкручивал вот эти вот резиновые упоры. То есть сначала маркером ответил, на каком уровне они стоят. Потом их выкрутил, потому что были случаи, видел в интернете, что именно вот от вибрации, от трения крышка багажника не оцинкованная, начинает идти коррозия. Стирает эмаль. Полностью выкручивал, смазал вот этот вот винтовой канал этого упора, этой смазкой. Вот до сих пор она жирная, хотя я помазал летом. Летом, осенью, начало осени. Вот, также смазал ригели, то есть все трущиеся элементы. Очень классная смазка, рекомендую, но стоит она очень дорого. Эта смазка стоит где-то около 1500 рублей. Она прозрачная, не имеет никакого цвета и, в принципе, хватает надолго. У меня почти полный тюбик, так что можно мазать им все что угодно. То есть конкретная вещь. Сначала она такая густая, но потом на жаре начинает растекаться и заполнять все полости. Очень рекомендую. Вот, возьмите себе на вооружение вот это вот Liqui Moly Silicone Fat. Продается на Озоне. Это бюджет вариант. Но она как бы выветривается со временем. А вот Liqui Moly ни хрена не выветривается и не стирается. То есть все трущиеся детали, зоны риска можете спокойно мазать. По поводу мовильки, чем я обрабатывал дополнительно вскрытые полости. Вот такой вот мовилью. Это у нас L-Trans мовиль. Вот так вот выглядит банка. Классная. Очень жирная. Обязательно хорошо размешать, сболтать. Но даже когда вот я ниш там заполнял, кромки крыла заднего, до сих пор на батарейке держится и керхером не смывается. Только если потереть пальцем. Но до нее я взял вот такую хрень. В прямом переносном смысле. Называется она BB Care Anti-Core Mavil. Вот эта дрянь, вот ее не покупайте. Она как вода. То есть вы брызгаете, она вроде еле желтенькая. Но потом можно легко, спокойно вытереть тряпкой. Вот эту штуку тряпкой вы никогда в жизни не вытерете. Очень жирная, только обезжиривателем, либо растворителем. Керхером не смывается. Так, по поводу сервисного режима. То есть, чтобы поменять дворники на этой машине, так просто не получится. То есть, когда вы поднимаете дворник, он упирается в капот. Не дворник, а стеклоочиститель по-научному. Так вот, когда вы приехали, берите на вооружение. Допустим, приехали, хотите поменять дворники, или же, как некоторые люди делают зимой, если там мокрый дождь идет, такое, не хотите, чтобы у вас дворники примерзли, хотя зона обогрева лобового стекла такая, что она доходит и до зоны покойствия щеток. То есть они греются, даже в нижнем положении. Но если вдруг все равно вас мучает та мысль, что они примерзнут, делаем как? Приезжаем, глушим машину с кнопки и делаем один взмах вниз. И дворник встает, щетки встают в вертикальное положение, сервисный режим для замены. То есть можно уже спокойно поднимать и менять. Но кто-то оставляет их так, и они будут греться якобы, от нитей. Не якобы они будут греться, но они и в нижнем положении греются. Это как бы для спокойствия. Вот, и даже после включения автозапуска они обратно не уйдут. То есть они будут в вертикальном положении. Что еще я вспомнил такого? По минусам могу еще что сказать, что мне бросилось в глаза. Это вот смотрите, вот если... Вот как вам показать? Давайте так вот. Зазор между картой двери и панелью. И какой здесь зазор между картой двери и панелью? То есть зазор-то есть, но там он больше. Это как бы я на всех обзорах смотрел, у всех так. Есть такой прикол. Кстати, вот этот ящик, он, если что,
с охлаждением. Вопрос, с подогревом он или нет, я не знаю, но вроде бы только от центральных дефлекторов идет туда воздух. Но зимой они не работают. Ну, значит, только охлаждение. Ну, либо можно сделать ручной режим отопителя, поставить на центральные дефлекторы, и тогда он будет еще и обогреваться. Будет еще и обогреваться. Дальше из изъянов есть еще такая вещь. Конечно, их не видно, но можете у себя проверить. Спускайтесь вниз и видите, карпель заканчивается. И все на этом. Я не знаю, что здесь такого. Ну, как бы тут, по сути, жгут проводов. И точно такой же там. Вот такая вот диковинная хрень. Но ее как бы не видно. Я забил. Так, ну и вроде бы все. Колеса качаю 2,2. 2,2. Дальше они уже по мере движения разогреваются до 2,4. Ну, то есть я качаю по табличке. Не превышаю. Форсунки, кстати, обогреваются автоматически омывателя при температуре ниже +2. Вроде так в руководстве написано. Ниже +2. Так, по поводу обслуживания автомобиля вроде бы я все рассказал. Вот чем я пользуюсь. Покрышки летом черню вот такой фигней. На губку пшикаешь и растираешь. Дальше за кожей. За кожей. Ну эту жидкость я унес домой, чтобы она не замерзла. Так, ну и вроде бы все, что у меня здесь есть. Больше я не использую. По поводу промазки вот этих частей я рассказывал в первом ролике. Вот можете себя посмотреть. Вот тут крыло. И видите, вот от заклепки до заклепки вот эта вот часть, это голый металл. Ну, не голый металл, крашеный металл. То есть это полка крыла, которая держит вот этот, не вот этот, а локер пластиковый. И он почему-то не закрыт. Вот, я промазывал вот таким вот силиконовым герметиком черным. Намазывайте и шпательком аккуратно растаскиваете. То есть уже сколько месяцев прошло, он как бы не слезает. Также можно такие полностью закрыть. Он такой, как резина становится, когда затвердевает. По поводу обслуживания на мойке. Обязательно, когда моете машину, простреливайте керхером, мойка высокого давления, нижнюю полость и резинку по низу. Обязательно. На всякий случай. Чтобы песок не натирал здесь полости. Особенно очень много грязи скапливается вот в этой дуге. Видите, я уже после мойки чуть проехал, уже скопилось. Как бы на порог ничего не летит, порог чистый. Но здесь вот скапливается очень много грязи в этой щели. Обязательно керхером прибивайте вот так вот все эти вещи. Тут вроде... еще один неудобный момент — это крепление изофиксов. Они здесь есть, и они настолько глубоко и настолько плотно вот эта здесь подушка со спинкой стыкуется, что ну практически не воткнуть. Даже вроде бы продаются какие-то специальные удлинители для крепления изофиксов. Так что ездим вот так по старинке, ремнем. Вот, на Рио было намного проще. Но там тоже был свой геморройчик. Но там хотя бы салон велюровый, он как бы мягкий. Он мягкий. Так, тут вроде бы все, что хотел рассказать. Уже первые царапки, да? Откуда-то пошли. Это все полировка уйдет. Это так, фигня по лаку. Ну, все, в общем. Что из комментариев услышал, рассказал. Если будут еще вопросы, обязательно говорите, попробую снимать такие мини-ролики, отвечать. А сейчас мы будем чистить снег. Всем пока.